Всем привет, меня зовут Алена, и сегодня у нас в гостях Евгений Пашукевич. Жень, спасибо, что пришел, очень рада тебя видеть. Расскажи, пожалуйста, о себе немного, о своей семье. Да, всем привет, спасибо, что позвали. Что я могу рассказать о себе и о своей семье? Давайте сразу начну со своей семьи. Да. А у меня, слава богу, полная семья. У меня сестра, которая родилась, когда мне было 11 лет, недавно у нее был юбилей, 20 лет. Папа и мама. Мама очень долгое время не работала, папа практически тянул нашу семью. Ну, не сказать, что тянул, мы всегда очень хорошо жили. Вы ладите со своей сестрой или как у вас проходило взросление? То есть у вас, получается, разница в 11 лет, да? 11 лет, 11 да. лет разница, и как? 11 лет разница. Изначально, если говорить честно, моя сестра была чуть-чуть такая, знаете, закомплексованная, она была очень скромная, но, скорее всего, красит девушку, чем это плохое качество. И нам было тяжело находить с ней общий язык, потому что я всегда был более подвижный, я всегда был более такой активный парень. Вот. Но на сегодняшний момент она активно исправляет себе эти качества, и на сегодняшний момент мы находим с ней общий язык. Точнее, он у нас всегда был, но у нас все больше и больше тем появляется для того, чтобы поговорить. Вот. И как раз-таки вот сейчас, когда я возвращался домой в Беларусь, мы находили с ней пару таких серьезных длинных вечеров для того, чтобы посидеть, пообсуждать, как у кого идет жизнь. Мне 31 год, ей 20 лет, у нас уже действительно есть какие-то общие темы, у нее появился молодой человек, я уже могу ей дать какой-то совет, молодой человек старше ее, мы можем поговорить и с ним, поэтому... То есть она делится с тобой вообще спокойно, да, со всеми событиями, что происходит в ее жизни? Она не делится всеми событиями, потому что все-таки она наполовину, можно сказать, закрытая, вот, но в целом она может мне рассказать, какие у нее там есть переживания, и мы можем с ней как-то обсудить. И основное переживание, наверное, на сегодняшний момент – это поиск хорошей работы, потому что ей тяжело, немножко тяжело, как я это вижу, смотреть на брата, который работает в Дубае, и ей хочется идти в ногу со временем, смотреть, как я развиваюсь, и развиваться так же, но нужно понимать, что я тоже таким стал не за 1 год и не в 20 лет, а она хочет уже в 20 лет, чтобы все и сразу. Все и сразу, это классика, да. Хорошо, Женя, скажи, пожалуйста, где ты родился и какая вот в семье царила атмосфера? Родился я в городе Минске. Кто не знает, где это, да, это Беларусь, Минск, я коренной минчанин. Какая атмосфера царила у нас в семье, я бы даже так сказал, царила любовь и понимание. И постоянно было овеяно все это юмором со стороны папы. Вот, то есть я, наверное, пошел в сторону папы, потому что я постоянно юморю, я как-то разряжаю ситуацию. То есть если что-то спросить у моего папы, у него, слава богу, не бывает плохих дней, у него все хорошо. Даже если что-то плохо, это ровно на 2 минуты. После 2 минут сразу разряжается обстановка в семье, и все круто. Мама, она в большей степени, наверное, воспитывала нас. Я, наверное, больше помню маму, потому что папа часто ездил по командировкам, вот, и мы проводили время с мамой. Но когда папа приезжал, это были там какие-то подарки, это было постоянно что-то из-за границы, это было такое крутое. Всегда эмоции вау, да? То есть все всегда ждали приезд папы. Да, да, и он в любой компании, он всегда в кругу, так скажем, его еще зовут так смешно Вася, вот, я Евгений Васильевич, и он вот действительно как Вася, он постоянно где-то на слуху. Если его нету, действительно заметно, что в комнате чего-то не хватает. Здорово, на самом деле, когда царит такая атмосфера. Ты упомянул, что мама твоя не работала, да, и тянул всю на себе семью папа, ну, грубо так говоря, да. Расскажи, пожалуйста, кем работал твой папа? Дальнобойщиком. Здорово. Да. Он работал дальнобойщиком, он проработал дальнобойщиком 25 лет, и совсем недавно, он, наверное, только год назад ушел из этой сферы, потому что стало тяжело, все-таки... Ну, конечно. У него небольшой возраст, я постоянно забываю, сколько им лет. У меня жена помнит, сколько каждому лет. Вот. По-моему, ему 57 лет. Вот. То есть стало сложнее, он ушел в небольшое частное предпринимательство. Ты учился в Минском государственном автомеханическом колледже, да? Расскажи, почему именно ты сделал именно такой выбор и что на это повлияло? Возможно, решение родителей? Родители в этом случае решали только то, что они мне купили книжку, где были изложены все специальности и все вузы и колледжи города Минска. Я открыл эту книжку, начал смотреть, и каждый день обещал им то, что вот сегодня я прочитаю, сегодня я выберу, сегодня я сделаю. Я не находил абсолютно ничего. И спустя какое-то время я начал просто разговаривать с друзьями, со знакомыми, и они сказали, то, что есть такой колледж, где когда ты его закончишь, тебе выдадут автомобильные права. Причем выдадут не то, что там на 4-м курсе, на 2-м курсе каждый сотрудник, студент этого колледжа
должен получить автомобильные права, это прям обязанность. И они были бесплатные. Я думаю, я парень, я горел правами, я мечтал водить машину. Вот, получил права, я, к слову, если забегать вперед, там, на месяц позже, чем мне исполнилось 18 лет. 16 июля день рождения, а 16 августа я получил права. Вот. Я поступил в этот колледж, и в тот же год, как я в него поступил, это отменили. Серьезно? Я его закончил по факту просто так. Как обидно. Я не супер рад тем, что я выбрал, и тем, где я отучился, потому что в целом я закончил лучшую специальность этого колледжа, и как я выбирал специальность, это тоже было очень смешно. А что было за специальность? Автомобилестроение. Так. То есть это вот, если смотреть, кто строил МАЗ или КАМАЗ, я постоянно путаю, вот Высоцкий, который главный конструктор, он тоже заканчивал эту же специальность этого же колледжа. То есть это такая очень интересная профессия, я думал, будет получаться. Я пришел в этот колледж, я думал, что я совсем не понимал, как устроена система образования, и как это, мне это было неинтересно. В очереди я понял, что нужно не просто поступить в колледж, нужно еще и выбрать специальность. Я спросил у человека, который стоял спереди от меня, по-моему, это, кстати, был Паша Николаеня, а на какую специальность ты идешь? Все-таки он говорит, автомобилестроение. Я говорю, я пойду. Вот, я ничего не понимал, куда я иду, я поступил, отучился. Оказалась лучшая специальность, я прошел на бюджет, к сожалению, вот, но... Да, и после учебы ты работал на заводе, верно? Да. Расскажи, пожалуйста, как это было. Почему я сказал, что к сожалению? Потому что после учебы мне пришлось устроиться на завод. И снова же второй обман этого колледжа в том, что когда мы поступали, нам сказали, что мы будем занимать руководящие должности. То есть, если мы пойдем на какое-то СТО, то мы будем мастерами на этом СТО. То есть, в любом случае мы руками практически работать не будем, мы будем работать головой, как нам сказали. А получилось как с правами? Получилось как с правами, да. Когда приехали так называемые купцы, которые начали забирать к себе людей на распределение, мы начали понимать, что специальности совсем не те, которые нам предлагают, специальности рабочие. И даже у нас был человек, который закончил колледж с красным дипломом, его тоже взяли на рабочую специальность, просто, грубо говоря, за станок. И я также пошел за станок, мне предложили какое-то маленькое предприятие, где можно было побольше халтурить. Я вообще по жизни ленивый человек. Вот, как и все, в принципе. Ну, есть такое. Я пошел на это маленькое предприятие, и пришлось 2 года отработать на этом предприятии. К слову, я и там старался стать лучшим. Я из всех студентов, которые работали там, действительно был лучше. Меня отправили даже на соревнования по фрезеровке. Я успешно сломал фрезу на первой же минуте этих соревнований. Меня отстранили, я уехал домой. И третий обман моей молодости. Я как сейчас помню. Мне сказали то, что мне оплатят этот рабочий день по двойной ставке, а мне его не оплатили вообще. В общем, много тебя обманывали, да? Да. Бывают в жизни огорчения. А как вообще ты давно уехал из Беларуси? Из Беларуси уехал 14 ноября 21 года. 21 года. 3 года назад, получается. Ну, практически, да. 3 года я уже живу в Дубае. И есть ли какая-то причина твоего переезда? Что повлияло на твое решение? В процессе того, как я работал в Минске, к слову, моя профессия – это я занимаюсь продажей недвижимости. Я в Минске занимался продажей недвижимости сразу после того, как уволился с завода. И здесь занимаюсь тоже продажей недвижимости уже в общем счете практически 10 лет. Я понял, что я хочу строить, пускай небольшой, но свой бизнес, и я хотел, чтобы он стоял на твердых ногах. Друг, который у меня здесь работал в недвижимости, сказал, что сейчас в недвижимости Дубая очень плохое время, и лучше сюда не ехать. Вот. Но я на тот момент для себя зарубил на носу то, что самое плохое время в Дубае будет все равно лучше самого хорошего время в недвижимости в Беларуси. Да. Поэтому я твердо для себя решил, то, что мне, наверное, стоит переехать сюда. Плюс я краем уха услышал, сколько зарабатывают здесь брокеры по недвижимости. Это большие деньги, это ни для кого не секрет. Здесь хорошие комиссии, хорошая оплата труда. Вот. И я решил переехать. То есть ты переехал, по сути, по рекомендации, можно сказать, друга, да? Или же вообще как? Вот почему Дубай? Почему, не знаю, не Абу-Даби? Почему не Саудовская Аравия? Почему Дубай именно? Я расскажу. Изначально вообще у моей жены, она из Светлогорска. У моей жены есть 2 сестры. Это Гомельская область, да? Да, это Гомельская область. Вот она самая младшая в семье. К слову, лет, наверное, 12 назад, может быть, 10, я могу ошибаться, переехала одна из сестер, сразу же там с разницей, может быть, в год-два, переехала вторая сестра. Вот, одна начала заниматься бизнесом, другая вышла замуж за брокера, как раз-таки вот Сашу, про которого я и говорил, что он говорит, не супер хорошее время в Дубае. Вот.
И мы пару раз приехали в Дубай отдыхать. Это было, наверное, вот как я и говорю, лет 10 назад, может быть 9. Мы приехали, мне Дубай жутко не понравился. Это были каменные джунгли, где ничего не было. Но, к слову, 9 лет назад он был абсолютно другой, не тот, да, который мы видим сейчас. Говорят, конечно. Да. Мне не понравился. Мы потом приехали спустя пару лет еще раз. Я сказал, что больше ноги моей здесь не будет. Вот. Хотя уже в тот момент я занимался недвижимостью. И я ездил по квартирам, я посмотрел квартиры. Я говорю, они все одинаковые. Это плитка, говорю, и просто вид на воду. Я говорю, как вы их отличаете? Я говорю, не понимаю. Ну, то есть, это просто копипаст квартиры. Мне не понравилось. Снова, я сказал, больше я сюда не поеду. И я больше не поехал сюда. У меня жена ездила одна отдыхать к своим сестрам, а я сидел в Минске. Я никуда не ездил. Потом мы съездили еще в пару стран, и я решил, что я хочу работать на Кипре. Вот. Мы поехали на Южный Кипр. Мне очень понравилась страна, мы были во всех городах. Лимассол, Ларнака, Пафос. Вот. Пафос мне понравился больше всего. Там было вальяжно, прям хорошие продукты, классное обслуживание, веселые люди, сама атмосфера. Не та, которая на сегодняшний момент там. Там тоже сейчас много переехало людей и чуть-чуть испортилось. Но, к слову, я загорелся, я решил, я буду жить на Южном Кипре. И как раз-таки мой друг из Дубая сказал, что в Дубае плохое время, поехали, мы с вами поедем на Южный Кипр. Мы поехали туда на разведку, мы поехали сразу зимой и поехали именно вот как по бизнес-решениям. С нами поехала одна компания, они решили купить там кафе, и мы вдвоем, которые хотели работать в недвижимости. Там тоже очень хорошо продается недвижимость, и мы думаем, мы не будем менять сферу, мы любим эту сферу, и мы будем работать именно в ней там. Мы походили, наверное, по 5 агентствам, мы везде поговорили, и нам предложили работать нелегалами. Белорусский паспорт для них очень слабо котировался. Они сказали, чтобы сделать нам документы. Это нужно где-то полгода с адвокатами заморачиваться. И пришли к выводу тому, что поработайте у нас, покажите результат, и дальше, возможно, мы с вами будем сотрудничать. Но снова же мы боялись, что нас обманут. Мы что-то продадим, нам не заплатят, и мы на воробьиных правах постоянно каждые полгода будем уезжать, приезжать. Этого не хотелось, потому что в планах было создавать семью. Вот, мы еще тогда с Дианой не были муж и жена, мы были в обычных, как говорится, гражданский брак. И в планах было создать семью, и не очень хотелось постоянно уезжать туда-сюда, хотелось вот именно вот такое стабильное это не место. совсем удобно. С этого момента поселилась мысль, что нужно куда-то уехать. Вот. И спустя, наверное, 2 года после того, как мы ездили туда, мы поехали в Дубай и решили то, что, наверное, все-таки нужно сейчас с концами переезжать. Мы поставили себе планку полгода, продали бизнес в Минске, у нас была небольшая студия красоты, я ушел из недвижимости, вот, и переехали в Дубай. А с какими первыми трудностями вообще вы столкнулись с женой при переезде? Были ли они вообще? Я не скажу, что были трудности. По факту я не понаслышке знал про Дубай. Потому что, вот как я и говорил, куча родственников уже жила здесь. Мне было несложно переехать, потому что мы переехали сразу к родственникам. Они мне рассказали, как здесь подключать сим-карты, рассказали пароли, явки, имена абсолютно везде. За месяц я нашел себе квартиру. Снял, кстати, тоже на их имя, потому что у меня не было ни ID, ни визы. Да. Мне пришлось снять на их имя, но жил, получается, я в ней сам. Если из колоссальных таких прям трудностей, это было передвижение. Первые, там, наверное, несколько месяцев мы ездили на автобусе. Вот это было прямо убийство, потому что остановка, слава богу, мы выбирали такое место. Мы жили на Бизнес-Бэй в первый раз, в первой квартире. Мы жили так, чтобы близко было добираться до офиса и жене до работы. Она еще устроилась в крутой салон. У нас была студия красоты, я искал, небольшая в Минске. И она устроилась мастером по маникюру в очень крутой салон, где обслуживала очень многих звезд, блогеров, селебрити, там, многих ребят. Устроилась, чтобы понять конъюнктуру, как это работает. Потому что в будущем мы планировали здесь открыть свой. Вот. Она устроилась наемным сотрудником. Если говорить спойлер, она проработала то ли 10 месяцев, то ли 11, уволилась. Вот, и больше не работает. Про то, как мы ездили на автобусе, вот, я выходил на остановку, стоял на палящем солнце, ждал автобус, он приезжал переполненный, я кое-как залазил, и мне было не очень осознавать, что я еду продавать элитную недвижимость в офис, а еду туда продавать на автобусе. И у меня немножко был диссонанс в голове, как меня будут воспринимать клиенты, вот. Но, слава богу, это было все онлайн, дистанционно, и меня люди не видели, и меня это хоть как-то спасало, потому что я такой человек, что мне нужно, я идеалист, и мне нужно было, чтобы все было классно. И вот когда я приезжал на автобусе, меня это коробило, потому что я не мог поднять трубку и сказать, я ваш спутник в мир там инвестиций или еще чего-то, вот как эти вот клишевые фразы. Приехал на автобусе. Да, приехав на автобусе и снова же там уезжая, общаясь там с ребятами, так скажем, сильными мира сего, которые покупают недвижимость в Дубае, уезжая снова на автобусе,
снова ты его ждешь, он может не приехать, ты 30 минут стоишь на остановке, ты уже весь мокрый, ты уже выглядишь абы как, приезжаешь домой, садишься и думаешь, когда я уже получу права. Ну, снова же, чтобы получить права, мне нужно было показать результат в офисе. Я показываю результат в офисе, тогда мне дают документы, тогда я могу идти на права. Я не мог пойти учиться раньше, чтобы получить. И вот главная мечта в Дубае была законно отучиться на права, купить машину, и все. Деньги на машину были, но не было прав. У меня, если ехать на машине, то я еще тогда не знал просто развязок автобусов по Дубаю. Если ехать на машине, то мне до офиса было минут 6-7. Если ехать на автобусе, 40 минут, потому что он объезжал весь район. И я когда покупал через речку на бизнес-бэе, грубо говоря, квартиру, снимал. Снимал, да. Мне казалось, что тут ехать? Вот через речку мы переехали и все. Но я это предполагал как транспортная развязка у нас, например, в Минске автобусов. Любой автобус едет куда угодно. Там куча автобусов, куча троллейбусов, куча направлений. Здесь же один автобус объезжал весь бизнес-бэй, собирал весь бизнес-бэй. И я свой дом проезжал сразу один раз с одной стороны, потом раз с другой стороны, потом еще через речку. И я какими-то дебриями просто попадал на работу, выходил через 40 минут из этого автобуса, 40 минут я ехал. Проклинал все и шел на работу. Верю. А еще у меня были классные лифты. Лифты, которых нужно было иногда ждать 10 минут, а потом, когда он поднимается в офис, еще можно было ехать 10 минут. То есть, по факту, дорога занимала на машине 7 минут, ну, плюс лифт, а здесь час. Да. Хотя я из окон офиса видел свой дом. Ну, такое ощущение на расстоянии вытянутой руки. Наверное, проще было бы пешком дойти. Нет, пешком было сложно, потому что нужно было идти на мост, а там снова же бизнес-бэй, он не супер такой гуляющий район. Там нету пешеходных дорожек, возле меня было 2 стройки, и мне нужно было идти через них. Я один раз пробрался через стройку, но больше я туда не полез. Что удивило тебя в Дубае вот больше всего? Открытость его к новым людям. Вот это меня удивило, и мне очень понравилось то, что я когда ходил по собеседованиям, мне один человек сказал, что Дубай даст шанс абсолютно любому, кто хоть что-то делает. И главное было не максимально делает, не на 100% выкладывается. Как он сказал, хоть что-то делает. Мне это очень понравилось, потому что ну, хоть что-то я 100% мог делать. Вот. И я начал работать, и я действительно понял, кто хоть что-то делает, просто многие приезжают, думают, что тут золотые горы. И он соберет сливки, и все будет круто. Но это не так. Удивило действительно то, что вот если хотя бы чем-то постепенно, планомерно заниматься, то в любом случае в этом будут плоды. И вот это меня удивило, то, что действительно вот это работает. Приезжаешь сюда, и он открыт. Ты можешь работать, ты можешь зарабатывать, и если ты сам себе не поставишь планку там, какой-то низколиквидной, малооплачиваемой работы, вот, недооценишь, так скажем, себя, то у тебя все будет супер. Ты риэлтор, да? Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к этому? Хотя ты учился на машиностроителя. Это была следующая классная история. Я пришел к этому очень странным образом. Так же, как я поступал в МГАКС, да, так же, как я в очереди понял, что там еще какие-то специальности, я вышел. К слову, я был классным сотрудником на заводе, потому что даже старожилы завода, которые работают по 30 лет, они подходили ко мне консультироваться, как делать ту или иную деталь. Учитывая, что я был ленивый, я находил способ, как ее сделать быстрее и, например, сделать сразу несколько их, вот, чтобы побольше посидеть. Вот. И нас никто не дергал, если ты сделал свою норму. То есть тебе давали норму, ты мог сделать это за час, а мог сделать за 2 дня. Вот. Но если ты сделал за час, ты можешь 2 дня сидеть, тебя никто не будет трогать. Вот это было круто, и я искал всегда способы, учитывая, что, как я и говорил, я ленивый, как это сделать за час. И ко мне подходили старожилы и спрашивали. Так вот, когда я выпускался, меня не хотели отпускать, и меня вызывали к директору и говорили, да кем ты будешь, кем ты станешь, тебе в любом случае нужно оставаться на заводе, здесь профессия, здесь будущее, здесь карьера, а кем ты станешь? Я еще тогда сказал, что я пойду доставку пиццы, и это все равно лучше, чем на заводе. Вот. Он на меня смотрел бешеными глазами, он не понимал, как это возможно, но отпустили. Они хотели продлить контракт, я говорю, я вообще не останусь ни под каким предлогом, я кем угодно пойду, только не у вас. Я ушел. Следующий мой этап был поиск работы. У меня всегда было хорошо с юмором, и многие друзья мне говорили, что мне неплохо было бы стать, там, например, стендап-комиком. Вот. У меня до сих пор есть мечта написать какую-то стендап-миниатюру и выступить с ней. Но с годами, мне уже 31, она становится все меньше и меньше и меньше. Мы черствеем чуть-чуть. Вот. По итогу, я подумал, что неплохо было бы, раз язык подвешен, быть ведущим на радио. Я подал вакансию, что я хочу быть ведущим на радио. Потом я решил то, что я работал 2 дня официантом в кафе, и я видел то, что администратор ничего не делает и получает намного больше, чем мы. И я подал 2-ю анкету, что я хочу быть администратором в кафе.
чтобы ничего не делать, всех гонять и получать деньги. И третья анкета была личный водитель. Мне очень нравилась идея того, что я, возможно, попаду к какому-то серьезному человеку, буду видеть, как он делает дела, и у меня что-то будет классно. И я, когда работал на заводе, я постоянно крутил в голове мысль, что я хочу, чтобы... Вот, например, как оценивают труд на заводе? Ты делаешь какую-то деталь, и эту деталь может сделать любой. То есть, грубо говоря, как мешок с картошкой. Тебе говорят, перенеси из пункта А в пункт Б. И любой человек, у которого есть руки, ноги и чуть-чуть силы, может это сделать. То есть здесь оценивают просто как рабочую единицу, а как не какую-то интеллектуальную собственность. А я всегда хотел... когда стоял за станком, чтобы я красиво выглядел, красиво умел говорить, и чтобы моя работа оценивалась уровнем моего профессионализма, а не тем, сколько я отработал часов в день. По факту, вот на сегодняшний момент я работаю плюс-минус в такой сфере. Я хорошо выгляжу, оценивается именно моя работа не тем, сколько я отработал, а профессионализмом. Просто вот ко мне обращаются, потому что я там, например, что-то понимаю здесь или там. Я подал вот эти вот анкеты, и одна из заявок мне пришла, придите к нам на собеседование в агентство недвижимости. Я открываю, думаю, ерунда какая-то. Ну что за агентство недвижимости, что я там буду делать? Вот, вспомнил, что у меня друг в Дубае торгует недвижимостью, поговорил с ним, он говорит, да, сходи, все нормально, ну послушай, что расскажут. Вот я пришел, послушал, тогда еще у нас был учредитель, первый, так скажем, мой ментор Артур Александрович, и он сказал, что недвижимость как наркотик. Кто раз укололся, потом не может с нее слезть абсолютно. Может быть, будет строить, может быть, будет продавать все, что угодно. И я остался. Я проработал в первой компании, наверное, года 3. Потом я сменил компанию, проработал в ней, наверное, года 3. И вот сейчас я в Дубае снова. А почему уволился с первой компании? Что не устраивало? Мне предложили намного лучшие условия во второй компании. Ну, то есть я понимал то, что я уже более-менее самостоятельная единица, что я не такой зеленый, как был изначально. Предложили действительно хорошие условия, и я перешел во вторую компанию. Ну, из второй компании, когда я увольнялся, мы расстались. Я в любой компании расставался в абсолютно теплых отношениях. И мы до сих пор там даже, вот я в Минск приезжаю, мы встречаемся, общаемся, там переписываемся в Инстаграме. И все. Я вот со второй ушел и сразу в Дубай. И очень много специалистов в сфере недвижимости в Минске действительно считают, что приносить профессиональную аппаратуру, там крутой фотоаппарат или еще что-то на хрущевку, где, извиняюсь, там мыши бегают, да, вдоль стен, да, не совсем корректно. У нас люди к этому привыкли, им это нужно. Они спрашивают, а что вы будете делать, а сколько ресурсов будет реклама, а сколько вы денег потратите на рекламу, а будет ли у вас профессиональный фотограф, а там квартира обнять и плакать просто. Ну да. И вот у нас такой уровень сервиса в Беларуси. А расскажи, пожалуйста, как ты нашел компанию именно в Дубае? Тебе помог друг или ты сам искал? Мне друг помогал, он мне говорил, куда можно устроиться. Я думал, может быть, устроиться к застройщикам, может быть, устроиться в какие-то частные компании. Он мне давал постоянно номера разных людей, которые где-либо работали. Кстати, да, и он мне дал номер Мирабида, одной из компаний Мирабида. Он в тот момент, они дружили, они на какой-то сделке познакомились. И он говорит, он вроде бы сейчас директор какой-то одной из компаний, напиши ему, поговори, может быть, они тебя возьмут. Вот. Я ему написал, приехал, мы пообщались, мне супер все понравилось. Они сказали, что мы можем взять, и все. Но у меня была еще одна компания, которая меня не взяла, на которой я точу зуб, и мне кажется, как точу зуб, по-доброму. Это была такая здоровая мотивация. Это очень крупная компания, и когда я пришел к ним в шортах-майке, а там полный дресс-код, там люди ходят, как в Беверли-Хиллз, такое ощущение, они меня не взяли. Меня взял один человек, но когда я пошел Head of Sales собеседоваться, он меня не взял. Причем не отвечал мне там, ну прям так игнорил по полной программе. Я потом через своих знакомых узнал причину, он сказал, ну он тебя забанил, ты не пойдешь. Окей. Я на них заточил большой зуб. И думаю, я в любом случае, вы обо мне вспомните. И, к слову, сейчас многие люди, управляющие, подписаны на меня там и читают. И подглядывают за тобой немножко. Мы знаем друг о друге на сегодняшний момент. Хорошо, но ты же стал брокером номер 1 в этой компании, да? Номер 1 в первой компании. Да, в первой компании, да. Это как-то повлияло на твою карьеру или, может, уверенности тебе придало? Да, очень сильно повлияло, потому что, став номером 1, в любом случае, это как-то окрыляет. Ты приехал в новый город, в новую для себя какую-то инфраструктуру бизнеса, и начать продавать лучше остальных. Это была небольшая компания, я не стал номер 1, там, грубо говоря, из 500 человек. Но в любом случае, став номером 1, даже
даже среди, там, например, носителей языка, кто хорошо говорит, кто в Дубае там по 10 лет, да, это был очень крутой показатель, это действительно окрылило. И это помогло мне устроиться на тот момент в ту компанию, в которой я работаю сейчас, потому что зеленым бы меня сюда не взяли. Это здорово. А расскажи, пожалуйста, чем ты вот сейчас занимаешься? Продажа недвижимости, больше ничем не занимаюсь. И больше ничем. Я иногда шучу, что я больше ничего не умею. По факту, любой продавец недвижимости, он и маркетолог, он и психолог, он кто угодно, он там и личный водитель для своих клиентов. Куча профессий просто скомкана именно в одну. Вот. Ну, работа с людьми в любом случае тяжела, по-своему. Да. У меня сейчас, слава богу, тот уровень, когда я могу выбирать клиентов, с которыми я работаю, и я могу не тратить время на тех людей, которые мне не интересны. И каждый человек, который покупает, он по-своему хорош. И это больше такие, даже сказать, не работа, это не бизнес-встречи, это такие иногда даже житейские встречи с клиентами, когда мы спрашиваем, как дела, мы знаем... Мы с многими клиентами знакомы семьями даже уже. Да. Они приезжают в Дубай, они говорят, давай встретимся, поужинаем. Многие из Беларуси говорят, вот ты в Беларуси, давай встретимся, покушаем. Кстати, многие думают, что в Беларуси нищая страна, но у меня куча клиентов из Беларуси. А вообще трудно ли находить клиентов? Не скажу, что супер трудно, потому что, начиная в Беларуси, я начал вести свои социальные сети, и многие в Беларуси меня знали по социальным сетям, многие здесь меня знают по социальным сетям. И благодаря вот этому вот бэкграунду социальных сетей мне легче это все делать, потому что я чуть-чуть независим, в любом случае я не пропаду с голода, потому что мне постоянно кто-то пишет из социальных сетей. Вот. Плюс я работаю в крутой компании, где классная лидогенерация и где я тоже получаю клиентов. Плюс многие, когда узнают, в какой компании я работаю, это также работает на меня, потому что они говорят, о, ты там работаешь, круто, поехали. Вот. Ну, не скажу, что сложно, но не скажу, что просто. То есть клиенты, они все равно бегают от брокера к брокеру. И у меня были люди, которые работали с 30 брокерами, но закрывал на сделку их я. Мне было очень приятно, когда они признавались. Молодец. А скажи, пожалуйста, есть ли какие-то различия вот в плане законодательства, да, касательно недвижимости в Дубае и в Беларуси? Полностью кардинально разные рынки. Вот, и законы. Но если, например, брать законы Дубая, они проще, наверное, раз в 10 законов Беларуси. Чем в Беларуси. Да, и учитывая то, что я там проработал 6 или 7 лет в Беларуси, какие схемы мы там прокручивали, чтобы продавать эти квартиры, чтобы кто-то не заплатил налог. Ну, то законно, чтобы кто-то не заплатил налог. Это обычная схема, когда, например, простая схема. Человек в течение 5 лет может продавать одну квартиру. Для того, а у него 2 квартиры. Он хочет еще одну продать, ему нужно заплатить налог. Он дарит ее своей жене, либо своему там первой линии родства, любому человеку дарит, и в тот же день мы ее продаем. И он уходит от налога, и это законно. Вот. И таких схем миллион в разных штуках. И какие схемы мы прокручивали в Беларуси, и когда мы теперь составляем контракты в Дубае, это все кажется просто детский сад. Ну вот ты уже сказал, что ты есть в соцсетях, да? Ты ведешь свой YouTube-канал про недвижимость в Дубае, правильно? Скажи, пожалуйста, есть ли сложности или особенности касаемо съемки в Дубае для тебя? Есть сложности в том, то, что не везде на улице можно снимать. Это первая сложность. То есть часто ко мне подходит охрана и говорит, нельзя снимать на петлю, сними петлю, можно снимать на телефон и прочее. Иногда хочется купить какое-то более классное оборудование и снимать, например, даже на тот же фотоаппарат, видеокамеру. Но не получается. С другой стороны, всегда касается жары. У меня самые классные видео, которые набирают просмотры, из которых ко мне обращаются клиенты. Вот, конкуренты, так не делайте, не снимайте такое. Это обзоры районов. Вот, и когда мы снимаем обзоры районов, действительно пройти, например, весь даунтаун в 45 градусов невозможно. Поэтому в такую жару, как, например, сейчас у нас за окном, мы этого не делаем. Вот, мы делаем что-то более такое вот камерное, студийное, какие-то шоурумы, какие-то квартиры, еще что-то, может быть, какие-то рилсы. Но когда становится сезон, мы прям делаем полноценные обзоры районов. Женя, расскажи, пожалуйста, какие вообще дальнейшие планы на жизнь, на карьеру? Что собираешься делать? Планы большие, но, как говорят, расскажи Богу о своих планах, насмеши его. Но в целом планы начать строить. То есть еще заработать небольшой капитал на том, чтобы можно было что-то начать строить. Как только начну строить за собственный капитал, начать привлекать инвестиционные деньги и дальше продолжать строить. То есть мне не интересно на всю жизнь работа брокером, то есть это такая работа более молодая, побегал, пока молодой и ушел. А вот если строить прям, мне очень нравится, когда говорят строительный магнат.
Вот если кто-то скажет, там, например, жена строительного магната попала в аварию, повредила бампер там на Шейх Заид Роуд, мне это будет очень импонировать. То есть ты думаешь, что в Дубае в дальнейшем нужно и можно инвестировать, строить? И это не я считаю, это считает куча людей, которые покупают у меня недвижимость. У меня есть много очень таких серийных инвесторов, которые покупают не только в Дубае, они покупают в модных рынках, такие как Бали, они покупают в Таиланде, они покупают, где у нас еще можно, Турция и что у нас еще, Северный Кипр. Вот. А если честно, то вот эти вот 4 направления, я не буду ничего плохого говорить, но из слов, снова же, моих инвесторов, которые покупали во всех этих городах, они переводят деньги сейчас в Дубай. То есть они говорят, мы где-то в моменте, может быть, и заработали, да, там чуть-чуть больше, чем мог дать Дубай, но безопасность инвестиций, вот то, насколько я ложусь и просыпаюсь с мыслями о том, а правильно ли там лежат деньги, вот, это меня будоражит, и мне с Дубаем спокойнее, чем с теми странами. Хотя в Дубае, например, я зарабатываю там на 3-4% меньше, но мне намного спокойнее, потому что завтра я могу, как в крипте, там, например, потерять плюс-минус все. Потому что даже те же виллы на Бали, снова же со слов моих инвесторов, которые мне рассказывают, по контракту прописано, что через 5 лет на Бали нужно делать реновацию виллы, если она сдается в аренду. Ну, как по мне, это очень агрессивная такая среда. Это вода, постоянно воздух, климат. И действительно виллы приходят в упадок. И если в Дубае мы покупаем квартиру, и она, как у нас в странах, там может простоять по 50 лет, то 50 лет ни в коем случае это шале не простоит, а денег оно стоит. А в целом тебе нравится Дубай? В целом нравится. На сегодняшний момент нравится, и с каждым годом нравится все больше и больше. И я действительно могу сказать то, что когда я еду, отдыхаю в какой-то стране, я могу с твердой уверенностью сказать, что я возвращаюсь домой. То есть я еду, я, слава богу, создал для себя здесь очень комфортные условия в плане жизни. Я живу в Крик-Харбор, у меня прекрасная квартира, я ее обставил полностью под себя, я живу в доме, который мне нравится больше всего из всех домов в Крик-Харбор. Вот. Я передвигаюсь на комфортной машине, я выбрал заведение в Дубае, в которое я езжу там завтракать, обедать, иногда там ужинать. Вот. Я выбрал магазины, в которые я хожу, я понимаю, что всю инфраструктуру в Дубае я создал как будто бы под себя. Вот как этот город вырос из пустыни, так и я создал свою жизнь здесь полностью под себя, и мне это очень нравится, потому что, приезжая, например, к себе в Минск, я понимаю, что мне все равно чего-то в моменте не хватает. Классный климат, классные люди, там воздух, природа, это все да. Но каких-то вот таких вот плюшек, которые я имею здесь, не хватает. Женя, расскажи, пожалуйста, какой уровень у тебя английского языка? Может, ты знаешь еще какие-то языки? И, в принципе, ты говорил, что у тебя есть клиенты из Беларуси, но явно же есть клиенты и из других стран, других национальностей. Как ты с ними общаешься? В основном все мои клиенты – это клиенты русскоговорящие. Учитывая то, что я веду свои социальные сети, и учитывая то, что у нас русскоговорящая компания, у нас практически все клиенты русские. Но когда мы уже перепродаем эти квартиры, мы часто продаем их на местный рынок, это индусы, пакистанцы, весь мир. То есть это могут быть американцы, кто угодно. У меня достаточно хороший английский, я не скажу, что он прекрасный. У меня нормальная база английского, которая помогает мне, которая не то чтобы помогает мне, которая позволяет мне найти общий язык, без проблем разговаривать, но именно по своей сфере. Потому что во многом я доучивал язык именно здесь, я работал с репетитором, я работал в этой сфере. Вот. Если, например, я прихожу в какую-то клинику, я тяжело очень знаю там как какие-то термины их, да, вот эти медицинские термины, мне тяжело вот здесь. Если все, что касается недвижимости, мне очень просто, потому что да, здесь плюс-минус одни и те же слова, одни и те же предложения. Вот мы работаем плюс-минус одними и теми же вопросами, запросами, и здесь все просто. Помимо английского и русского, я еще знаю белорусский язык. Вообще у тебя был какой-то языковой барьер, может быть, вот даже когда ты приступал к своей работе, да, говоря на английском языке, сталкивался ли ты с барьерами? Да, это был... И как ты его вообще перешел, этот барьер? Что помогло тебе? Он до сих пор, скорее всего, не пройден, потому что все-таки барьер есть. Почему? Если человек очень скудно разговаривает на русском языке, то ему это будет непонятно. У меня достаточно большой словарный запас на русском языке, и я умею придавать оттенки речи любым предложениям. И я хочу на английском изъясняться так же, то есть не топорно, там, I go to school, да, я хочу это сказать как-то более красиво. Но в целом английский, он все равно информативный язык, там все равно вот так вот топорно. Раз, два, три, предложение построено.
Но снова же хочется придавать какие-то оттенки речи, разговаривать как-то более открыто, где-то шутить на этом языке. И это не совсем всегда получается, поэтому вот этот барьер, он все-таки чувствуется. У меня иногда бывает такое, то, что я, например, хочу сказать чуть-чуть больше, но говорю чуть-чуть меньше. И от этого потом думаешь, правильно ли ты провел встречу, либо еще что-то. Начинаешь копаться в себе. Да. Но в целом наша работа брокера, она... Многие думают, что она более такая творческая, но я бы сказал, что она более техническая. Если ты работаешь с серьезными инвесторами, их больше волнует язык цифр, им не важно, как красиво ты говоришь, им важно, что ты в действительности им предлагаешь. И, как я всегда говорил, покупателя поймут на любом языке. То есть покупатель здесь в Дубае может не говорить ни о чем. Главное, что он принесет деньги. Вот. Его обязательно поймут, и все будет окей, и найдут к нему подход. Поэтому... Языковой барьер есть, но он не критичен. Ну и плюс в Дубай сейчас приехала куча русскоговорящей публики. Конечно. Вот. И если ходить по улицам, проще. Я, например, в своем районе, в Крике, заходил в лифт первое время и постоянно говорил hello. А мне постоянно говорили привет. И мне казалось, что мне сейчас леща дадут за это hello. Ну, у нас все действительно практически русские, вот. Ну, либо европейцы. Ты сказал, что ты в Дубае сделал, так сказать, свое гнездышко, да, что ты чувствуешь себя как дома. А что насчет того, вернулся ли бы ты в Беларусь? Хороший вопрос. Если говорить о тех мыслях, когда я уезжал из Минска, да, я действительно хотел уехать, заработать деньги и вернуться, возможно, открыть какой-то бизнес, либо еще что-то. Вот. Но снова же, уезжая с мыслями, что я хочу строить это все на таком добротном фундаменте, где-то у меня оставалась мысль о том, что я, наверное, может быть, и не вернусь. На сегодняшний момент у меня твердое понимание того, что я попробовал жизнь за границей, я понял, какой может быть уровень сервиса, я понял, какие могут быть люди, какой может быть уровень жизни. И мне не очень хочется возвращаться в Беларусь, хотя я искренне люблю Беларусь. И я, когда приезжаю, я отдыхаю душой и телом, все-таки так сказать. Это твоя родина, да, конечно. У меня друзья, у меня родственники, у меня все там. Вот. Но снова же, как меня, как отдельно стоящую единицу и мою жену, снова внедрить в ту инфраструктуру Беларуси, наверное, ты будет... не можешь. Ну, мне тяжело где-то в голове представить. Я просто вокруг смотрю, я не понимаю, чем бы я занимался. Потому что классный уровень сервиса я получал только в дорогих местах. Там. То есть, если берешь какое-то среднее место, которое в целом даже не всем там, белорусам по карману, не все белорусы ходят по кафе. Вот. Там будет какой-то ужасный уровень сервиса, непонятный. Ты оставляешь заявку на сайте, если в Дубае тебе перезванивают там 30 секунд, то в Минске мне могли перезвонить через 3 дня. Да, мне это не совсем понятно, это лучший выдающий там поисковой запрос. И я не понимаю, как встроиться туда. Я сижу, и меня это начинает чуть-чуть подбешивать, это чуть-чуть подбешивать. Хотя в целом все круто. У нас есть и крутые кафе, и крутые рестораны, и круто жить, и есть где зарабатывать, и все на свете. Но себя я вижу, возможно, если в будущем, там, через 5-10 лет не в Дубае я не хочу состариться. Дубай – это не город стариков, как я вижу. Но на сегодняшний момент та движуха, которую я почувствовал в Дубае, теперь для меня Кипр кажется деревней. Мне кажется, я приеду туда, и я просто скисну. Вот. Но все-таки, когда мне будет 40, 50, 60 лет, может быть, Кипр для меня покажется классным городом. Потому что тот Кипр, который видел я, это все дороги вдоль какого-то лазурного моря, какие-то безумно вкусные кафешки, безумно приятные люди, и все супер ленивые. То есть вот зимой, когда мы приехали, мы заходим в кафе, и владелец кафе сидит в центре, курит сигаретку с кофе, там все курят, и все пьют кофе, курит сигаретку с кофе, и на лице у него написано: ну зачем вы сюда зашли, открыто же соседнее заведение, могли сходить туда. И это меня как-то подкупало. То есть я думал, может быть, я тоже буду таким владельцем заведения, который в сезон зарабатывает деньги, а потом просто отдыхает. Ну, отстроишь пару зданий в Дубае, и уедешь на Кипр. Да. Состариваться и на жить. Кипре тоже можно строить. У меня сейчас несколько клиентов живут на Кипре, они счастливы, но говорят то, что приехала снова же куча людей и не совсем стало комфортно. Ну что, Жень, спасибо тебе большое, что ты к нам сегодня пришел. С тобой очень интересно, ты очень разносторонний человек. Вот. Поэтому заходи к нам почаще. Спасибо большое, очень